Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Совсем скоро Новый год, мы уже хорошо к нему подготовились и навязали много разных бычков и коровок. Заходите в мой плейлист под названием «Бычки и коровки», там вы найдете мастер-классы по вязанию игрушек-символов 2021 года. Ну а сегодня я вам предлагаю связать со мной вместе новогоднюю елочку. Я не смогла остановиться на одной и навязала сразу 4 варианта с разными видами пряжи, цветами и бусинками. Эту елочку я связала из акриловой пряжи с бусинками-хрусталиками. Для остальных я взяла полухлопок. Вот эта елочка темно-зеленого цвета с бусинками в виде золотых и серебряных шариков. Вот эта елочка яркая, светло-зеленая, с крупными бусинками 5 цветов. А в этой елочке я использовала сочетание светло- и темно-зеленой пряжи с совсем мелкими бусинками. Все они связаны по одной схеме, высота их примерно 17-18 см. Они устойчиво стоят на поверхности, так как стебель сделан из провода и изогнут снизу в виде спирали. Кстати, бусинки ввязаны в крону елочки. Не пугайтесь, это совсем несложно сделать, я вам все покажу. На этот раз мастер-класс будет состоять из одной части. Сегодня я вам покажу, как связать такую елочку от начала и до конца, начиная с обзора материалов и инструментов. Если вам понравились мои елочки, давайте вязать вместе и делиться фотографиями своих работ в социальных сетях. Я недавно завела страницы в Инстаграм и ВКонтакте, ссылки на них оставлю под видео. И не забывайте делиться вашими впечатлениями от вязания елочек в комментариях, я буду очень благодарна. Ну что, начинаем? Для работы нам понадобится пряжа зеленого цвета. Можно взять светло-зеленую, можно темно-зеленую, можно их чередовать. Для этой елочки я выбрала светло-зеленую пряжу. Это Yarn Art Jeans, состав 55% хлопок, 45% полиакрил, метраж 50 грамм на 160 метров. Вы можете использовать любую пряжу, акрил, хлопок, полушерсть, нужно только правильно подобрать под нее крючок. Я же буду вязать крючком 2 мм. Еще нам потребуются бусинки. Для этой елочки я взяла вот такие, диаметр их 10 мм, здесь 5 цветов. Мне нужно будет 54 штуки для самой елки и 1 для макушки, итого 55 бусин. Опять же, вы можете брать совершенно любые по цвету и размеру. Стебель елочки будем делать из провода или толстой проволоки. Я для своих игрушек предпочитаю использовать провод установочный одножильный с ПВХ покрытием разного диаметра. Он продается в хозяйственных магазинах. Для елочки нам потребуется всего 30 см провода диаметром 2,5 мм. Еще нам нужны будут клей-момент кристалл, ножницы и игла с широким ушком. Вот и все, что нам необходимо для нашей елочки. Итак, приступим к вязанию. Крона елки имеет 9 ярусов или уровней. Они вяжутся однотипно. Каждый следующий уровень больше предыдущего на 1 ряд и на 2 веточки. Бусинки можно ввязывать в каждую веточку. Тогда вам потребуется 108 штук. Можно ввязывать через одну, как я это буду делать, а можно еще реже, как здесь. Смотрите сами, как вам больше нравится. Перед началом вязания каждого уровня необходимо нанизать на нить ровно то количество бусин, которое нам потребуется. Сделать это легко, если отверстия широкие, как у моих бусин. Если у вас возникнут с этим проблемы, используйте иглу, но бывают совсем узкие отверстия. Тогда я вам советую подклеить к пряже кусочек обычной швейной нити или лески. Вам будет проще вставить бусинку.
Вот я для примера приклеила черную ниточку, обычную швейную, к нашей пряже. Теперь бусинка легко нанизывается. Потом отрываем черную нить и вяжем, как обычно. Итак, займемся первым уровнем. Нанижем на пряжу 2 бусинки. Отодвинем их пока подальше и начнем вязать, не обращая на них внимания. Вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем 1 воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы осталось небольшое отверстие, диаметр которого чуть меньше диаметра провода для стебля. Дальше вяжем второй ряд и делаем 6 прибавок подряд, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. При этом хвостик от кольца амигуруми необходимо ввязать. В третьем ряду будем вывязывать веточки и ввязывать бусинки в макушку каждой второй. Итак, сначала вяжем первую веточку без бусинки. Провязываем соединительный столбик. С него у нас начинается и заканчивается каждая веточка. Затем набираем 3 воздушные петельки. Далее во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида, а в третью столбик с 1 накидом. Далее пропускаем 1 петлю предыдущего ряда и в следующую вяжем соединительный столбик, заканчиваем эту веточку. Вот у нас получился такой маленький треугольничек. Теперь вяжем вторую ветку. Опять начинаем с соединительного столбика. Далее провязываем 2 воздушные петли. И придвигаем первую бусинку. Отодвигаем ее так, чтобы она нам не мешалась, и провязываем 3-ю воздушную петельку. Теперь, как и в предыдущем случае, во вторую воздушную петлю вяжем столбик без накида, а в третью столбик с 1 накидом. Пропускаем петлю предыдущего ряда и в следующую провязываем соединительный столбик. Заканчиваем вторую веточку. Вот как у нас получилась первая веточка без бусинки, вторая с бусинкой в вершине. Дальше вяжем 3-ю веточку опять без бусинки. Начинаем с соединительного столбика. Далее провязываем 3 воздушные петельки. Во вторую петлю вяжем столбик без накида, а в третью столбик с 1 накидом. Пропускаем 1 петлю предыдущего ряда и в следующую делаем соединительный столбик. Вот у нас уже получилось 3 веточки. Ну и вяжем последнюю веточку в этом уровне и ввязываем бусинку.
Опять делаем соединительный столбик. Провязываем сначала 2 воздушные петли. 1, 2. Далее придвигаем вторую бусинку. Немножко ее отодвигаем, чтобы она нам не мешалась. Захватываем рабочую ниточку и провязываем 3-ю воздушную петлю. Во 2-ю воздушную петлю вяжем столбик без накида. И в 3-ю столбик с 1 накидом. Пропускаем 1 петлю предыдущего ряда и в следующую провязываем соединительный столбик. Заканчиваем 4-ю веточку. Все, обрезаем ниточку. Закрепляем ее, набрав воздушную петельку и пропустив сквозь нее хвостик. Дальше нам необходимо спрятать этот хвостик. Для этого вставляем его в иглу. И пропускаем сквозь петли с изнаночной стороны. Обрезаем. Вот у нас получился первый уровень кроны нашей елочки с 2 бусинками. Это вид с лицевой стороны, а это вид с изнаночной. Дальше будем вязать 2-й уровень. Во 2-м уровне у нас будет 6 веточек, поэтому в этот раз нанизываем 3 бусинки. Дальше вяжем 1-й и 2-й ряд так же, как и в предыдущем уровне. 1-й ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми, а 2-й ряд 6 прибавок. Не забываем оставлять небольшое отверстие. Теперь вяжем 3-й ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Повторить 6 раз. В 4-м ряду вяжем веточки так же, как и у 1-го уровня, только их будет уже не 4, а 6. Не забываем ввязывать вершины бусинки в каждую 2-ю ветку. Вот мы связали 2-й уровень. В нем 6 веточек и 3 бусинки. Далее займемся 3-м. 3-й уровень имеет 8 веточек, поэтому нанизываем 4 бусинки. Теперь вяжем 1-й, 2-й и 3-й ряд так же, как у предыдущего уровня. Четвертый ряд 2 столбика без накида, прибавка. Повторить 6 раз. В
пятом ряду вяжем уже 8 веточек с 4 бусинками. Закончили третий уровень. Переходим к четвертому. Четвертый уровень имеет уже 10 веточек, поэтому нанизываем 5 бусинок. Теперь вяжем с 1 по 4 ряд так же, как у предыдущего уровня. Пятый ряд. 3 столбика без накида, прибавка. Повторить 6 раз. В шестом ряду вяжем уже 10 веточек с 5 бусинками. Вот и четвертый уровень закончили. Переходим к пятому. Пятый уровень имеет 12 веточек, поэтому нанизываем 6 бусинок. Теперь вяжем с 1 по 5 ряд так же, как у предыдущего уровня. Шестой ряд. 4 столбика без накида, прибавка. Повторить 6 раз. В седьмом ряду вяжем уже 12 веточек с 6 бусинками. Пятый уровень готов. Переходим к шестому. У шестого уровня будет 14 веточек, соответственно, нанизываем 7 бусин. Теперь вяжем с 1 по 6 ряд так же, как у предыдущего уровня. Седьмой ряд. 5 столбиков без накида, прибавка. Повторить 6 раз.
В 8 ряду вяжем уже 14 веточек с 7 бусинками. Шестой уровень закончен. Переходим к 7. 7 уровень имеет 16 веточек. Нанизываем 8 бусин. Теперь вяжем с 1 по 7 ряд, так же как у предыдущего уровня. Восьмой ряд. 6 столбиков без накида, прибавка. Повторить 6 раз. В 9 ряду вяжем уже 16 веточек. Седьмой уровень готов. На очереди 8. У 8 уровня будет 18 веточек, поэтому нанизываем 9 бусин. Дальше вяжем с 1 по 8 ряд, так же как у предыдущего уровня. Девятый ряд. 7 столбиков без накида, прибавка. Повторить 6 раз. В 10 ряду вяжем 18 веточек. Вот и 8 уровень готов. Переходим к последнему, 9. 9 уровень имеет 20 веток, поэтому нанизываем 10 бусин. Далее вяжем с 1 по 9 ряд, так же как у предыдущего уровня.
10 ряд. 8 столбиков без накида, прибавка. Повторить 6 раз. В 11 ряду вяжем уже 20 веточек. Последний 9 уровень готов. Ну вот, самое сложное сделано. У нас связаны все 9 уровней кроны. Елочка почти готова, осталось только сделать стебель. Для стебля отмеряем провод длиной 30 сантиметров и отрезаем. Далее наносим небольшое количество клея на провод и обматываем зеленой пряжей так, чтобы не было просветов. Теперь дождемся полного высыхания клея. Клей высох. Теперь вставляем стебель в каждую деталь через кольцо амигуруми. Сначала нанизываем нижнюю деталь на расстоянии где-то 12-13 сантиметров от макушки. Распределяем уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Если уровни туго нанизываются, можно помочь себе обычным карандашом, расширив каждое отверстие. Вот как у нас получается. Можно каждый уровень закрепить на стебле с помощью клея. Дальше нижнюю часть стебля необходимо сначала согнуть перпендикулярно на расстоянии примерно 5 сантиметров от нижнего уровня. Далее нужно скрутить небольшую спираль. Обязательно надо добиться того, чтобы елочка устойчиво стояла. Ну и осталось нам только приклеить бусинку или любое другое украшение на макушку елки. Нужно чуть-чуть подождать, чтобы бусина приклеилась.
Ну вот, бусинка приклеена, теперь надо расправить крону так, чтобы она красиво лежала. И елочка готова. Интересно, а какая у вас получилась новогодняя красавица? Заходите ко мне в социальные сети, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья и отмечайте меня на фотографиях ваших работ, чтобы я могла их увидеть. К этой елочке можно добавить Дед Мороза и Снегурочку. Они неплохо вместе смотрятся. Мастер-класс по их вязанию тоже есть на моем канале. Заходите и вяжите новогодние игрушки к празднику. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий мастер-класс. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!